Отель Sunrise Монте-Маро Резорт расположен на первой береговой линии в природоохранной зоне Хадабы поблизости от знаменитой бухты Расумсит. В сети существует множество обстоятельных обзоров этого отеля, однако их авторы лишь вскользь упоминают о его рифе, указывая на то, что он неинтересный. По-видимому, такое представление объясняется тем, что подводный рельеф рифа вблизи пирса однообразный и представляет собой относительно ровную стену, обрывающуюся вниз под почти прямым углом. Лишь несколько небольших уступов прерывают этот в целом монотонный пейзаж. При этом немногочисленные коралловые пинаклы, обычно вносящие разнообразие в общую картину, находятся на глубинах более 10 метров и доступны либо опытным ныряльщикам, либо дайверам с аквалангами. В этом видео я попробую внести некоторую ясность в вопрос, каков же все-таки домашний риф отеля Sunrise Монте-Маро Резорт. Прежде чем приступить к рассказу о рифе, следует сказать, что конфигурация отеля Sunrise Монте-Маро каскадная, и для того, чтобы достичь моря, нужно преодолеть значительное количество ступенек. Вход в воду организован здесь с капитального прочного пирса на металлических опорах. В конце пирса находится просторная площадка, на которой оборудовано два ступенчатых входа в воду. Есть платформа для прыжков, а на невысокой вышке сидит бдительный спасатель. Обычно все сноркелингисты и купальщики курсируют в пределах огороженного канатами пространства по левую сторону от пирса. Однако особо продвинутые пловцы могут получить разрешение спасателя на исследование правой стороны, примыкающей к пляжу отеля Renaissance Diamond. В этом замечательном месте мы находились в первых числах апреля. Вода была холодная, 22,5 градуса, поэтому для съемок рифа пришлось воспользоваться 3-миллиметровым гидрокостюмом. Если говорить о животном мире рифа в целом, то он ничуть не менее богат и интересен, чем любой другой прибрежный риф Шарм-эль-Шейха. Здесь обитают самые разнообразные рыбы, и их много. Прежде всего, это вездесущие расписные рыбы-хирурги разных размеров. Эти рыбы, как, впрочем, большинство местных обитателей, отличаются фантастической красотой. Однако в силу того, что их здесь очень много, острота ощущений от этой красоты немного притупляется. Следует сказать, что такого количества хирургов, как здесь, я не видел ни на одном египетском рифе. Объясняется это особенностью самого рифа или какими-либо сезонными колебаниями размеров популяции, сказать затрудняюсь. На второе место по количеству особей я бы поставил не менее красивых и столь же расписных толосом Клунценгера.
Думаю, их здесь не меньше, чем хирургов. Однако из-за малых размеров эти рыбки гораздо менее заметны. К оператору и камере толосома относится лояльно и дает запечатлеть себя во всех подробностях. Правда, для таких съемок лучше иметь длинную ручку. Порой может даже возникнуть впечатление, что рыбка играет с камерой, однако на самом деле замысловатые маневры расписной красавицы – не что иное, как отвлекающий прием. Скорее всего, где-то поблизости находится ее гнездо и мальки, и рыбка пытается отвести опасность от потомства. Конечно, невозможно не упомянуть здесь завсегдатая всех египетских рифов, деловитых и немного суетливых рыбок-сержантов. Арабское название этой рыбки абудивдув примерно означает «хозяин рифа», что с учетом их количества и распространенности в целом соответствует действительности. Обычно абудивдуфы небольшими стайками клубятся на небольшом отдалении от стены рифа на глубине 20-30 сантиметров. Но здесь мне встречались эти рыбки уже на самом рифе. Людей хозяева рифа не боятся, если, конечно, не подплывать к ним слишком близко. За долгие годы существования курортов Шарм-эль-Шейхе эти рыбки уже привыкли ко всему и вполне комфортно чувствуют себя, например, под ступеньками пирса. Нужно сказать, что для съемок здесь идеальное время утро, и чем раньше, тем лучше. Утром солнце освещает риф под оптимальным углом. Во второй половине дня в воде появляется взвесь, а солнце светит в контражуре, и видео получается с браком. Если говорить о менее многочисленных обитателях Красного моря, то здесь изредка можно встретить забавных, светло-серых с черными масками на круглых выпуклых глазах пузатых масковых аратронов. Это самое распространенное в Красном море иглобрюхи, прямые родственники печально знаменитой японской рыбы фугу. Слово «масковый» в русском названии этой рыбки образовано от слова «маска», а слово «иглобрюх» указывает на наличие игл на брюхе. Такое название эта рыбка получила благодаря тому, что в момент опасности она раздувается как шар и ощетинивается иголками, которые в том числе находятся у нее на брюхе. Я, правда, ни разу не видел раздутого иглобрюха в природе. Время от времени из расщелин в глубине рифа неторопливо выплывают ярко раскрашенные в разные цвета рыбы-попугаи с удивленными и слегка глуповатыми физиономиями. Столь странное название эти рыбы получили благодаря расположенным на внешней поверхности челюстной кости сросшимся зубам, которые напоминают клюв попугая. Обычно попугаи висят над рифом и грызут кораллы. Прислушавшись, можно услышать отчетливый хруст.
Из относительно редких обитателей рифа мне довелось несколько раз встретить экзотического представителя красноморской фауны ренеканта пикассо. Считается, что ренекант пикассо – одна из самых красивых коралловых рыбок. Некоторые авторы утверждают, что он красивее, чем рыбы-бабочки. Так ли это, судить вам? Мое дело предъявить его общественности. Помимо прямо-таки инопланетного внешнего вида, ренекант обладает еще одной удивительной особенностью. На спине у него имеется крепкий мощный спинной плавник, с помощью которого рыба фиксирует свое положение где-нибудь в убежище внутри рифа. В обычном состоянии плавник укладывается в глубокую выемку на спине, не мешая рыбе плавать. Помимо всех перечисленных рыб, великое множество на рифе зебросом, различных бабочек, золотых рыбок, а также невообразимое количество рифовой мелочи. Кроме непосредственно морских обитателей, можно встретить в морских глубинах и обитателей суши, дайверов. При отеле функционирует полноценный египетский дайвинг-центр с говорящим названием «Немо». В нем для отдыхающей публики проводятся дайверские курсы по международной системе ПАДИ, а также организуется рекреационный дайвинг для обладателей сертификатов. На наличие дайвера в толще воды указывает неспешно поднимающиеся из бездны серебристые пузыри воздуха. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать о рифе отеля Sunrise Montemare Resort и его обитателях. В заключение можно сказать, что этот риф не лучше и не хуже домашних рифов других отелей, расположенных в районе Хадаба и поблизости от него.